Привет, привет, с вами Алена. В гостях у нас молодой человек с жалобами на вот такое необычное состояние ногтей. Что можно сказать при первом визуальном осмотре? Ну, желтый ноготь, не того размера, и плюс там что-то синее внутри. Ну, синие это, как правило, гематома, да, и сейчас после того, как мы спилили самую верхнюю часть ногтевой пластины, мы поняли, что это действительно самый обычный банальный синячок. А синячок бывает при ударе. А молодой человек у нас занимается спортом, в общем, бегает, отбивает свои пальчики. Ну, вот вам и результат. Ну а по поводу того, что ногтевая пластина изменена, она имеет другой цвет, нестандартную структуру, да, то есть не как обычный ноготочек, ведь ноготь у нас должен быть розовенький, здесь все это желтоватое и чуть-чуть трухлявое, и такие симптомы наводят нас на мысль о том, что вполне возможно, что здесь есть какая-то инфекция или грибок. Но для того, чтобы выяснить наверняка, мы, конечно же, должны отправить его на анализы. И, как я уже говорила в некоторых своих видео, здесь очень сложная схема. Клиент не всегда доходит до лаборатории, чтобы сдать анализ. Вечно откладывает на потом. Сейчас, вот схожу. И на выходе, ой, вы знаете, я забыл, я не сходил, что-то времени не нашлось. Поэтому берем их тепленькими, и анализ можно забрать прямо у нас на месте. Делается это очень просто. У нас есть специальные стерильные баночки для таких манипуляций. И, конечно же, есть правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы забор анализа прошел корректно. Ну, первое, это, естественно, чистый стерильный инструмент. И второе, нужно спросить у клиента, не было ли нанесено на ногтевую пластину какого-нибудь, ну, например, противогрибкового средства, либо лака, потому что иначе все это смешается и анализ не будет достоверным. Здесь, кстати, тоже просьба не падать в обморок при зачистке. Вот такие вот факапчики иногда случаются, потому что, ну, ноготь втыкался. Мы сейчас убрали ту часть, которая была воткнута в ткани, и, соответственно, вот выделение красной жидкости может случиться. Вот в данный момент вы как раз наблюдаете забор материала, мы сделали его пинцетом, потому что нужно не просто отстричь кусочек ногтя или ногтя, ну там напишите, кто знает, как правильно, не суть, короче, не только часть ногтевой пластины, но и достать ее, так скажем, из глубины, то есть не сверху, а вот из самого сердца, потому что все вот эти пожелтения, изменения – это всего лишь продукты жизнедеятельности этих самых бактерий. Ну, а теперь вернемся к самой ногтевой пластине. Что же мы тут сделаем, кроме того, что соберем в баночку ему его же остаточки, чтобы он их потом отнес на анализ? Мы должны произвести тут максимально возможную зачистку, потому что его это беспокоит. И еще одна проблема, которую он испытывает, это не отрастание ногтевого ложа. То есть вот оно короткое, ноготь не прирастает. И в конце я покажу вид сбоку ноги, и будет понятно, что дистальный валик, он чуть выше. Это называется элевацией. Но самое главное, что здесь есть вероятность того, что есть либо костное, либо хрящевое разрастание. И вот чтобы исключить эту вероятность, мы должны отправить клиента на рентген либо УЗИ. Ну, естественно, это уже решает доктор. Вот, кстати, видите, дистальный валик очень сильно поднят. Дистальный – это вот этот, который с краешку, самый последний. Он поднят вверх, соответственно, ноготь просто не имеет возможности прирасти. И это логично, ну, потому что ему банально некуда. А вот причина, по которой ноготь не имеет возможности прирасти и дистальный валик поднят, она у нас пока не установлена, поэтому отправили на обследование и будем выяснять. В случае костного либо хрящевого разрастания такие моменты не решаются в кабинете подолго, это уже работа хирурга. Действительно, это можно убрать только с помощью операции. А мизинчик у нас тоже немножко здесь отдавлен. В общем, был выполнен гигиенический педикюр, была сделана зачистка, и пока мы отправляем его в лабораторию, дальше будем думать, что с ним делать. Но одно могу сказать точно, педикюры ему 100% показаны, и теперь он будет ходить к нам или в любое другое место, но главное, чтобы зачистки гигиенически проводились регулярно, потому что копить всю эту труху под ногтями совершенно ни к чему. Ну и на этом я с вами прощаюсь, пока-пока, с вами была Алена, и до новых встреч!